Принцип универсальной юрисдикции – это уникальное основание для юрисдикции в международном праве, которое может позволить государству осуществлять национальную юрисдикцию в отношении определенных преступлений в интересах международного сообщества. В этом выпуске мы расскажем о том, как работает универсальная юрисдикция и как она может помочь белорусам добиться справедливости. Какого-либо единого определения универсальной юрисдикции не существует, но его можно описать как уголовная юрисдикция, основанная на характере преступления безотносительно к территории, где оно было совершено, гражданству предполагаемого или осужденного правонарушителя и гражданству потерпевшего. То есть государство может осуществлять универсальную юрисдикцию в отношении преступления, совершенного иностранным гражданином, против другого иностранного гражданина вне его территории. В современных условиях, особенно со времен Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны, государства все чаще ссылаются на принцип универсальной юрисдикции в борьбе с безнаказанностью за тяжкие преступления, осуждаемыми международным правом. К ним относятся военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Применение универсальной юрисдикции отражает стремление международного сообщества содействовать наказанию преступников, действующих за пределами юрисдикции любого государства. Осуществление универсальной юрисдикции в отношении определенных преступлений оправдывается тем, что эти преступления противоречат универсальным ценностям и нарушают принципы человеколюбия. Уже давно, как минимум со времени Нюрнбергского трибунала и его приговора в 1946 году, считается, что некоторые преступления носят столь серьезный характер и масштабы их последствия настолько велики, что их совершение потрясает совесть всего человечества. Именно поэтому государства отнесли определенные деяния к категории грубых нарушений, которые влекут за собой индивидуальную уголовную ответственность исполнителя преступления. Их чудовищный характер, а также связанная с ними возможность подрыва мира и безопасности всех государств, в свою очередь, дают каждому государству право расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто их совершает. В подкасте «Весна прийде» Ярославна Саченкова, юристка и экспертка в области международного уголовного права, рассказала об успешном кейсе реализации принципа универсальной юрисдикции в Германии, где в 2022 году были осуждены 2 сирийских силовика, которые совершали пытки в Дамаске. Конфликту и полномасштабной гражданской войне в Сирии в 2011 году предшествовали массовые протесты. Протесты сопровождались систематическими пытками, которые в основном проводились сирийскими спецслужбами, то есть представителями государства. Многие пострадавшие бежали в Германию, и немецкая прокуратура открыла расследование в рамках универсальной юрисдикции, но собирала доказательства достаточно медленно. И тут на помощь органам прокуратуры пришли организации гражданского общества. Они представляли свидетелей и пострадавших в качестве источников потенциальных доказательств. Расследование привело к судебному процессу над 2 представителями сирийских силовиков – Энваром и Эядом. Обоих силовиков признали виновными в совершении пыток над протестующими в одном из РУВД в Дамаске. Приговором немецкого суда в Кобленце Анвар получил пожизненное заключение, а Эяд – 4 года лишения свободы. В конце 2020 года в Литве начато досудебное расследование по факту пыток в Беларуси. Генеральный прокурор начал досудебное расследование на основании статьи «Пытки» главы «Преступления против человечности и военные преступления» Уголовного кодекса Литовской Республики. Данное процессуальное решение принято после детального изучения заявления, поданного в Генеральную прокуратуру 30 ноября 2020 года гражданином Беларуси в связи с насилием, которому он подвергся в октябре 2020 года. Обстоятельства события, указанные заявителем, и первичные документы, представленные в прокуратуру, были признаны содержащими элементы преступления, подпадающего под универсальную юрисдикцию в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики. В Литве к таким преступлениям относятся пытки как одно из преступлений против человечности.
Комментируя свое решение начать досудебное расследование, генеральный прокурор Литвы заявил, что независимо от нашей национальности мы все имеем равное право на жизнь и достоинство, а также право на получение помощи от других государств, если такие наши основные права были грубо нарушены. Международное сообщество единодушно соглашается с необходимостью и важностью универсальной юрисдикции для защиты основных прав человека и предотвращения и пресечения серьезных транснациональных преступлений. Такие случаи все еще редки и вызывают множество юридических вопросов. Если вы пострадали от пыток в Беларуси, мы бесплатно поможем вам подать заявление в Литве, и следственные органы будут расследовать преступления, совершенные против вас. Свяжитесь с нами по ссылкам в описании к этому видео. Вы можете поддержать работу правовой инициативы на Patreon по ссылке в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте ситуации с правами человека в Беларуси.